Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 2 тушки хека или минтай. У рыбы отрезаем плавники со стороны спинки и брюшка. Затем брюшко разрезаем. Удаляем внутренности и черные пленки, для того, чтобы рыбка не горчила. Затем рыбу промываем и разрезаем пополам. Повторяем процесс со второй рыбой. Я больше не буду жарить рыбу. Запеченная рыба дешево и полезно для всей семьи. Когда у меня есть рыба, я запекаю ее в духовке по этому рецепту. Я никогда не ела такой вкусной рыбы. Не жарьте рыбу, попробуйте запечь ее по этому рецепту. Вкусный и полезный обед или ужин из простых и доступных продуктов для всей семьи. Полезно, вкусно и просто. Этот рецепт рыбы стал моим любимым рецептом. Перекладываем рыбу в миску, замаринуем рыбу, посыпаем рыбу 1 чайной ложкой гранулированного чеснока, добавляем половину чайной ложки сушеного укропа, добавляем 1 чайную ложку сладкой копченой паприки, 1 чайную ложку специй к рыбе и половину чайной ложки розмарина. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю половину чайной ложки соли и черный перец по вкусу и по желанию. Добавляем 3 столовые ложки растительного рафинированного масла. Хорошенько намазываем рыбу со всех сторон специями. Запеченный хек в духовке. Просто поставьте рыбу в духовку, дешево и полезно. Рецепт, который удивил всех. Если вы не знали, как приготовить хек, то рыба с овощами просто находка. Хек вкуснее лосося. Накрываем пищевой пленкой и оставляем промариноваться на 1 час. По истечении времени полукольцами нарежем 4 репчатых лука. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв в комментариях. Напишите в комментариях, какой ваш любимый рецепт рыбки. Мне будет интересно почитать и пообщаться с вами. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Разделяем полуколечки лука друг от друга и перекладываем лук в форму для выпекания. Теперь лук солим по вкусу. Я добавляю 1/3 чайной ложки и посыпаем половиной чайной ложки сахара. Также нам понадобится 6 зубчиков чеснока. Чеснок очищаем. И нарезаем мелким кубиком. Посыпаем чесноком лук. Также нам понадобится половина пучка укропа. Укроп мелко нарезаем. Посыпаем лук. Перекладываем рыбу на подготовленную подушку из лука, чеснока и укропа. Поливаем оставшимся маринадом. Равномерно распределяем. Поливаем 2 столовыми ложками лимонного сока. При помощи кисточки равномерно распределяем. Накрываем пергаментной бумагой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке.
3 очищенных картофеля нарезаем брусочками шириной 7-10 мм. Промакиваем картофель бумажными полотенцами и перекладываем в миску. В картофель взбиваем 1 куриное яйцо. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю 3 чайные ложки и черный перец. Добавляем пол чайной ложки паприки сладкой копченой, 3 чайные ложки куркумы и пол чайной ложки гранулированного чеснока. Добавляем 1 столовую ложку кукурузной муки. Хорошенько перемешиваем. В сковороду вливаем 150 мл растительного масла. Хорошенько прогреваем и выкладываем картофель в разогретое масло. Обжариваем 3-5 минут на умеренном огне до золотистости. Затем картофель переворачиваем. Обжариваем еще 3-5 минут на умеренном огне до золотистости. Готовность картофеля проверяем зубочисткой. Вынимаем картофель на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Также промакиваем бумажными полотенцами. Вот такой картофель получается. Приготовим соус. Нам понадобится 1 столовая ложка густого несладкого йогурта, 1 столовая ложка кетчупа, 1 столовая ложка майонеза и половина столовой ложки французского соуса с горчицей. Перемешиваем. Вот такой соус получается. Подаем с картофелем. Хек, запеченный на луковой подушке, тоже готов. Подаем к столу. Здоровый, вкусный и полезный рецепт. Блюдо из рыбы еще никогда не было таким вкусным. Рецепт не займет у вас много времени. Дешевый хек точно вкуснее красной рыбы. Вот как надо готовить хек. Это один из лучших рецептов рыбы. Простой и быстрый ужин, запеченная рыба в духовке. Я всегда буду так готовить рыбу хек. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта из рыбы нам понадобится 4 тушки хека или минтая. У рыбы отрезаем плавники со стороны спинки. Затем отрезаем плавники со стороны брюшка. Теперь брюшко разрезаем, удаляем внутренности и черные пленки.
Это один из лучших и вкусных рецептов приготовления рыбы. Дешевый хек точно вкуснее красной рыбы. Просто поставьте рыбу в духовку, дешево и полезно. Рецепт, который удивил всех. Запеченный хек в духовке с овощами. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Если вы не знали, как готовить вкусно рыбу в духовке, это идеальный рецепт для вас. Великолепный рецепт хека с овощами прекрасно подойдет на обед или ужин на каждый день для всей семьи. Промываем рыбу под проточной водой. Вот такая рыбка получается. Теперь на хеке делаем надрезы с каждой стороны рыбы на расстоянии 2 см друг от друга, не разрезая хребет. Перекладываем рыбу в удобную миску. Приготовим маринад. Нам понадобится 3 зубчика чеснока. Чеснок очищаем. И мелко нарезаем. Отправляем чеснок в миску. Также нам понадобится 1 небольшой маринованный огурец. Натираем его на мелкой терке. Добавляем к чесноку. Мелко нарезаем несколько стеблей укропа. Отправляем в миску. 1 средний томат промываем, удаляем плодоножку. Разрезаем на 3 либо 4 части. И, придерживая за шкурку, натираем на крупной терке. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв в комментариях. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, какой ваш самый любимый рецепт приготовления хека. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Добавляем томатное пюре в миску. Добавляем 4 столовые ложки майонеза. 1 столовую ложку французского соуса с горчицей. 1 столовую ложку французской горчицы в зернах. 2 столовые ложки рассола от маринованных огурцов. 2 столовые ложки соевого соуса. 1 столовую ложку соуса терияки. Добавляем 1 чайную ложку специй к рыбе и пол чайной ложки гранулированного чеснока. Добавляем черный перец по вкусу и по желанию.
и хорошенько перемешиваем маринад. Заливаем рыбу маринадом. И хорошенько промазываем каждую тушку, закладывая маринад в надрезы. Оставляем рыбу промариноваться на 1 час. Тем временем займемся овощами. Нам понадобится 5 картошек. Картофель очищаем и нарезаем брусочками шириной примерно 5-7 мм. Для красоты я использую рельефный нож. Отправляем картофель в миску. 1 репчатый лук нарезаем мелким кубиком. Добавляем к картошке. Теперь к овощам добавляем 1 столовую ложку рафинированного растительного масла, треть чайной ложки соли, черный перец по вкусу и по желанию, половину чайной ложки сладкой копченой паприки, половину чайной ложки куркумы. Хорошенько перемешиваем. Перекладываем картофель с луком в форму для выпекания. Равномерно распределяем. На картофель выкладываем рыбу. Теперь каждую тушку хека поливаем оставшимся маринадом. Накрываем рыбу с овощами фольгой, отправляем в разогретую до 180 градусов. На 35-45 минут смотрите по своей духовке. Запеченная рыба с овощами готова. Подаем к столу. Хек с картошкой – великолепное блюдо, чтобы накормить свою семью сытно, просто и вкусно. Я больше не буду жарить рыбу. Запеченная рыба дешево и полезна для всей семьи. Блюдо готовится из простых и доступных продуктов, а рецепт не займет у вас много времени. Это один из лучших рецептов рыбы. Так готовить дешевый хек меня научили в Испании. Рецепт, который удивил всех моих гостей. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта из рыбы нам понадобится 4 тушки хека весом 800 грамм. У рыбы разрезаем брюшко, удаляем внутренности и черные пленки. Вот такая рыбка получается. Повторяем процесс с остальной рыбой. Дешевый хек вкуснее лосося. Я всегда буду так готовить рыбу. Лучше, чем жареная рыба. Рецепт удивил всех моих гостей. Невероятно простой и доступный рецепт для всех. Блюдо из рыбы готовится из простых и доступных продуктов. Великолепная идея для ужина. Можно подать на обед, как на каждый день, так и на праздничный стол. Почему я не знала этого рецепта раньше? Очень легко готовить. Запеченная рыба в духовке еще никогда не была такой вкусной. Блюдо из рыбы дешево и полезно. Гости из Испании научили меня так вкусно готовить дешевый хек.
Затем тушку рыбы разрезаем пополам. Для данного рецепта подойдет и минтай. Теперь с двух сторон от хребта делаем надрезы до хребта на расстоянии 7-10 мм друг от друга. Вот такой кусочек рыбки получается. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях и поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить хек вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Перекладываем рыбу в пакет. Теперь рыбу солим. Я добавляю треть чайной ложки соли. По желанию, по вкусу перчим. Добавляем половину чайной ложки специй к рыбе. Добавляем 1 столовую ложку лимонного сока. И 1 столовую ложку растительного рафинированного масла. Придерживая за край пакета, перемешиваем рыбку, чтобы распределить все специи равномерно. Теперь к рыбке добавляем 1 столовую ложку кукурузной муки. Также, придерживая за края пакета, хорошенько перемешиваем, чтобы мука распределилась по каждому кусочку рыбы. Приготовим маринад. Нам понадобится 2 столовые ложки несладкого густого йогурта. Добавляем 1 столовую ложку майонеза, 1 столовую ложку французского соуса с горчицей, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку соуса терияки. Хорошенько перемешиваем. Маринад готов. Заливаем рыбу маринадом. Придерживая за края пакета, распределяем маринад по рыбе. Оставляем хек промариноваться на 1 час. Тем временем подготовим овощи. В сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Разогреваем. А пока разогревается сковорода, мелким кубиком нарежем 1 репчатый лук. Отправляем лук в разогретую сковороду и обжариваем до полупрозрачности и появления золотистости. Пока обжаривается лук, очистим 3 гриба шампиньона весом 150 грамм. Периодически лук перемешиваем. Теперь грибочки разрезаем пополам и нарезаем пластинами шириной 1,5–2 мм. Добавляем грибы к луку и периодически перемешивая, обжариваем до золотистости и выпаривания жидкости из грибов. Тем временем очистим 4 зубчика чеснока.
Теперь чеснок нарезаем пластинами. Добавляем чеснок к обжаренным грибам с луком. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю треть чайной ложки. Черный перец по вкусу и по желанию. И 20 грамм сливочного масла. Хорошенько перемешиваем, растапливаем масло. И прогреваем еще буквально 1 минуту. Выключаем огонь. Грибы с луком готовы. Даем им немного остыть. А тем временем 75 грамм маринованных огурцов нарезаем соломкой. Отправляем огурцы в миску. Подготовим помидорки черри. Нам понадобится в зависимости от размера 12-15 штук. Помидоры промываем. Удаляем плодоножку. Теперь помидоры разрезаем пополам. Отправляем помидоры в миску. Также нам понадобится полпучка укропа. Укроп мелко нарезаем, добавляем в миску. Добавляем обжаренные грибы с луком. Хорошенько перемешиваем. Овощная подушка готова. Перекладываем ее в форму для выпекания и равномерно распределяем. На овощи выкладываем рыбу. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. Затем фольгу снимаем и отправляем рыбу в духовку еще буквально на 2 минутки, чтобы подрумянился верх. Запеченная рыба с овощами в духовке готова. Подаем к столу. Вкусный рецепт из простых продуктов. Если вы не знали, как вкусно приготовить рыбу, этот рецепт просто находка. Дешевый хек точно вкуснее красной рыбы. Просто поставьте рыбу в духовку. Рецепт, который удивил всех. Я больше не буду жарить рыбу. Когда у меня есть рыба, я запекаю ее в духовке по этому рецепту. Полезно, вкусно и просто. Не жарьте рыбу, попробуйте запечь ее по этому рецепту. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.